Привет, друзья! Сегодня на обзоре у меня очередной планшет от компании Blackview. Заслали мне его. Расскажу вам первый взгляд, скажем так. Попользовался и недельку и готов поделиться. Называется он Spider 8. Вот такое вот страшное название. Это защищенный планшет. Именно этим он меня заинтересовал. И, наверное, я прям вот насладился им, учитывая все его недостатки, коих немало. Давайте по комплекту пробежимся и пойдем дальше. Все, что надо в комплекте. Тут был планшет, есть инструкция. На удивление есть переходничок USB-C на USB обыкновенный. Зачем, не понимаю. Есть быстрая зарядка. Вот ее спецификации. Смотрим. Я ей не заряжал планшет, но я не замечал каких-то там проблем с его зарядкой. Через другие быстрые зарядники заряжается он довольно-таки быстро. Есть скрепочка, не свойственная для компании Blackview, с такой вот поддевалкой одновременно. Молодцы, переходят на какие-то более интересные моменты. И есть вот такая вот загогулина, сейчас мы к ней вернемся, это отвертка. Также есть ручка, стилус. Все это вот такой вот неплохой, солидненький комплект. А отвертка у нас для того, чтобы на данном планшете, это его задняя сторона, откручивать вот эту вот шлейку, которая также была в комплекте. Мы ее просто можем открутить, если нам это необходимо, и прикрутить обратно, опять же, если это необходимо. Но она располагается здесь на двух шурупах, которые вкручиваются в спинку планшета. Черт побери, я когда увидел, охерел просто. И могу сказать, что данная шлейка на всем протяжении использования, всю неделю была со мной, была прикручена. И могу сказать, что она мне очень и очень понравилась в использовании. Планшетом вместе с этой шлейкой пользоваться намного удобнее, чем без нее. Да и вообще, одно из главных преимуществ данного планшета как раз в том, то, что у него есть шлейка, то, что он толстый, а он реально толстый, то, что он такой вот массивный, а он реально массивный, он весь защищенный. Ну и давайте, наверное, уже переходить к самому планшету. И, наверное, я данное видео буду складывать в таком вот ракурсе. Я расскажу о всем хорошем, то, что мне в нем понравилось, а дальше о всем менее хорошем, скажем так, или даже о плохом. И такое есть. Задняя вся часть планшета выполнена из такого прорезиненного пластика сурового, очень цепкий. То есть, когда ты держишь данный планшет в руках, ты вообще не переживаешь за то, что ты его как-то не так взял, что через секунду он у тебя выпадет из руки, тебе просто на это наплевать, ты об этом не думаешь, потому что на каждой из граней, на каждом из углов все прорезинено, все так серьезно сделано, и, блин, это внушает уверенность. Есть такие чехлы для айпадов, например, которые специально покупают для детей. Так вот, здесь такой чехол, наверное, и не понадобится. Идем дальше. Расположение элементов. Если мы смотрим на планшет прямо, то с левой грани располагаются кнопочки громкости, кнопочка включения. Они очень хорошие. В отличие от других устройств компании Blackview, не слишком легко нажимаются. Они четенькие, они такие кликовенькие, назовем это так. И ими очень приятно я пользовался. Они распознаются тактильно. В общем, классные кнопки. По-моему, они даже металлические. Сверху ни хрена нет, кроме микрофона. Снизу нет тоже ничего. С левой стороны динамик, с правой стороны динамик. С правой стороны также помимо динамика есть разъем для подключения зарядки и разъем для вытаскивания сим-карты и слота для SD-карточки, а также слот для подключения 3,5 мм мини-джека. Для тех, кто ничего не понял, все это поддевается тем вот поскребком, который был в комплекте. Я поддену это все при помощи отвертки. Поддевается оно не просто, рукой так просто не поддеть, но проблем я с этим не испытывал. Как-то вот так оно поддевается. Ладно, хрен с ним, просто поверьте мне на слово. Все защищено, все прорезинено, ты реально не боишься его даже в воду уронить. Я бы не ронял, конечно, но все-таки, если такая вот ситуация случится, я думаю, он может даже выжить.
Спереди весь передок покрыт Gorilla Glass 5-го поколения, судя по спецификациям, а также в комплекте поставлялась пленочка. Он у меня с пленочкой, пленочка без олеофобного покрытия выглядит как говно. Увы. Также спереди располагается камера на 16 мегапикселей и светодиод для отображения его состояния. С задней стороны есть микрофончик и есть камера. Камера здесь не две, она здесь одна, также фонарик или вспышка, и камера здесь на 13 мегапикселей. Идем дальше по плюсам. Мне очень понравился звук данного планшета. Он очень громкий, прям очень громкий. И если подстроить его слегка эквалайзером, то он довольно-таки четкий и отрабатывает на все 100, даже включая то, что здесь есть некие мембраны, которые защищают динамики от проникновения внутрь воды, пыли и всякого такого. Я подстроил звук через приложение Wavlet и просто наслаждался им. Орет четко, и плюс в нем нет как бы такого вот состояния динамиков, в которых ты их перекрываешь. Даже если держишь планшет так, за счет того, что вот эти вот грани у него выпирают слегка, динамики остаются полностью слышны и им комфортно пользоваться. Я уже не говорю про то, что так или иначе его можно держать, просто вот утилитарно сделано правильно. Смотрел на нем видосики, смотрел на нем тиктоки, прям вот кайфовал. Что касается звука, давайте дам вам пример. И меня уже, наверное, вряд ли слышно. Это полная громкость. Честно, мне даже неприятно так слушать громко. В данном случае уже поздно просто. И вот та же самая композиция на смартфоне. То, чтобы было понятно для сравнения. Это полная громкость. Тут ощущается глубина, прям вот такую басовитость, потому что надо настраивать. И, блин, звук здесь потрясающий, как по мне, именно вот что касается динамиков. В наушниках абсолютно обычный, но об этом и не разговор. Следующим преимуществом данного планшета является автономность. Здесь батарея на 13 тысяч мАч, и это позволяет вообще забыть о том, что его нужно заряжать. Это прям мега кайфово. За неделю один раз его заряжал, и то потому, что я реально его нагружал тестами всякими, для того, чтобы понять, насколько он мощный, и всяким таким. Я бы мог вообще не заряжать, и нормально бы даже видос снял, и продолжил бы пользоваться. Было бы 30%, что-то такое. В общем, очень понравилось мне то, как он себя ведет по автономности, плюс еще и быстрая зарядочка, так это вообще лафа. Ну и, наверное, по хорошим моментам и все. И переходим к моментам, которые так себе, либо попросту не тянут. Такие тоже тут есть. Первый из них это дисплей. Я думаю, вы видите, я вот держу планшет перед камерой уже не знаю сколько минут. И ну как-то вот дисплей не особо как бы горит. Вроде включен, а вы не видите полной яркости. Я могу вам сказать, что это его максимальная яркость. Для того, чтобы было понятно, примерно для корреляции. Смотрите. Вот Pixel 7. Не самым гениальным дисплеем в мире. Вот смотрите, насколько этот дисплей более яркий. При том, что тут даже не полная яркость. Давайте на половинку. Даже на половине яркости этот ярче. И я могу сказать, даже пользуясь этим планшетом как прикроватным, мне иногда яркости было недостаточно. В яркой комнате, в такой светлой комнате, днем или когда просто освещение включено, яркость здесь выкручивается тут же в максимум. И не всегда комфортно мне было им пользоваться. Давайте, знаете, что сделаю? Давайте немножко приглушу свет, который здесь все освещает, для того, чтобы все-таки вам что-то было видно на дисплее. Идем дальше. Следующий недостаток заключается в том, что углы обзора у данного дисплея, ну прям очень стрёмные. То есть ты смотришь на него вот прямо, например, он же широкий, да, ты смотришь на него вот прямиком, вроде окей. Как только глаза переходят либо в этот край, либо в этот край, ты уже понимаешь, что там с картинкой что-то не то. И если даже чуть-чуть картинку я начинаю наклонять то вправо, то влево, то вы видите, я думаю, как цвета начинают блекнуть и размываться. Это вообще не супер. Помимо этого, вот разные тестовые картинки. Темные, да, вообще не про данный планшет. Как-то так.
И еще одна из проблем планшета заключается в том, что у него не совсем четкий контраст. Некоторые цвета он попросту не отображает. Особенно в темной тональной гамме, скажем так. Вот такие серо-черные и вот в черный. Ты просто смотришь некоторые видосики, например, там, где должны быть какие-то градиенты темных цветов. Он просто показывает как черные, и это визуально мне как-то откликалось. Не сильно мешало, могу сказать честно. Но просто такой момент есть. Я даже, к сожалению, не могу вам это показать за счет того, что у него экран не яркий. Просто не отображается на камеру. К сожалению. Идем дальше. Следующий недостаток данного планшета — это то, насколько он слабый по производительности. Процессором здесь выступает Unisoc Tiger T616, и это просто шляпа по производительности. Проводил тесты, я редко провожу тесты на каких-либо устройствах, но здесь я просто вынужден был, потому что, для того, чтобы понять примерно в корреляции, чего он умеет, чего он не умеет, и как это вообще работает. Вот тест Wildlife, он в нем получил 476 поинтов. Давайте, наверное, вот так. Оп. 476. И вот так вот он бежал. Просто проведите его у себя на устройстве, и вы поймете примерно, где это устройство относится по отношению к вашему. Проводил тест CPU Bench, если я правильно помню его название. Вот, он отлично не тротлит, прям четко, все было супер. Но в среднем он выдает 132 с копейками гипса. Оцените, как вам это. Это тест памяти. По памяти вот такие вот данные он выдает. В принципе, для данного уровня планшета это окей. Это Geekbench тест, если я правильно помню. Не огонь. И это, я вот не помню, как он называется, 3D, что-то, PC Mark тест. Тоже не огонь, но такие вот дела. И я могу сказать, что даже учитывая вот эти вот тесты, которые я показывал, мне за всю неделю это никоим образом не мешало им пользоваться. Спросите, как так? А я объясню. Для приложений типа YouTube, YouTube Music, TikTok, Instagram, Telegram, браузер, LinkedIn и все, что вы видите на экране, просто не нужна какая-то производительность. Тянутся на всем. Да и в игрушки в нем нормально можно поиграть на самом деле. Вот из всех тех игрушек, которые я сейчас показываю, а здесь разного уровня игрушки, то есть более тяжелые, более легкие, практически во все он играет и тянет их. Давайте дам несколько примеров. Вот, например, игрушка Don't Starve. Простенькая по графике, нужно ходить, собирать всякую утварь, выполнять какие-то задания. Вообще без проблем он что-то тут делает, она абсолютно гладко идет, я не знаю, ли это видно на экране. Графика абсолютно нормальная, ровно такая же, как и на других устройствах. Ничего не страдает. Например, игрушка Getaway 2, она более графически серьезная, скажем так. Здесь такая трехмерная, простенькая на первый взгляд графика. И она слегка подтормаживает. Но не скажу, что это как-то сказывается серьезно на игровом процессе. Все бьется, все ездится. Такой неплохой, веселый one-tapper. Играть можно в свое удовольствие и не переживать. Вот колда. Бегается все. Я бы не сказал, что хоть как-то вообще тормозит. У меня есть на самом деле не все в порядке по управлению. Играется более чем играбельно, я бы сказал. Вот, пожалуйста, даже кого-то примочил слегка. Какие-то боты, наверное. Оп, привалили меня. Суть-то не в этом. Суть в том, что играется окей. Не идеально. Графика, конечно, паршивенькая, но окей. А если заходим в графику чисто посмотреть, то видим вот что. И изображения динамические, королевские битвы всякие, тени включены даже. То есть не так уж все и плохо, если вот внимательно посмотреть. А вот Monument Valley, простая игрушка, я думаю, понятно, что все здесь будет играть на отлично. И еще раз повторю, что таких игр большинство. Не обязательно какие-то супер-дупер графические игрушки нужно играть для того, чтобы как-то насладиться происходящим. Ну и последним негативным моментом, который я могу отметить про данный планшет, наверное, им является камера. Ее даже иконки увидели, нет у меня на экране. Камера здесь сугубо утилитарная, и больше ни для чего я не рекомендую ее использовать. Она чисто для того, чтобы Google линзой пройтись и что-то пролинзить, скажем так. Вот я сфоткал компьютер, все не особо
гениально на нем получается, но видно, как бы, если нужно, можно делать фотографии то тут, то там. Супер базовая, не более. Еще замечу пару моментов по системе. Система здесь выступает docOS 3. Сейчас вам точно скажу 3.0. 3.0. К сожалению, ни одно устройство, которое было у меня на обзоре из Blackview-овских, ни разу не обновлялось, поэтому то, что есть здесь, скорее всего, это именно то, что вы получите и будете жить с этим. Может быть, через какое-то время чего-то и починять чего-то выпустят какие-то обновления. Надеюсь на это, потому как система слегка сыровата. Были у меня лаги, были у меня определенные фризы и застревания на лаунчере, на базовых процедурах типа поиск. То есть пишу чего-то, он застрял. Бывало такое несколько раз. Помимо этого есть некоторые моменты системы, которые вот здесь вот то ли плохо переведены, то плохо как-то вот нажимаешь на них, что-то не происходит, типа вот масштаба экрана, вот у меня что-то не вылетает, например, просто. Такое тоже бывает. Виджеты хреново отображаются, нужно ставить другой лаунчер. Вот таких моментов здесь довольно-таки немало. Но, опять же говорю, если данный планшет именно вот у вас в базовом использовании, об этом ни о чем не думаешь, просто пользуешься им, потребляешь контент и хорошо. Еще моменты. GPS в нем работает отлично, проблем не испытывал. Подключал к нему сим-карту, с него можно выполнять звонки, если подключать гарнитуру, либо Bluetooth. И оно работает. SD-карточка поддерживается до 1 терабайта, и это приятно. То есть можно здесь прям вот память не натолкать, фильмов сюда наскачивать и смотреть эти самые фильмы. И, наверное, если переходить к выводу по данному планшету, то выводом скажу вот что данное устройство я мог бы порекомендовать только, наверное, одной категории людей. Для тех, кто хотят какой-то базовый планшет для какого-то кухонного либо прикроватного использования, для потребления контента и сугубо для этого. Не для какого-то создания контента, не для каких-то суровых задач, трудоемких и всякое такое. Вот ютубчик, тикток, музычка, телеграмчик, браузер. Вот примерно спектр его услуг. Для улицы порекомендовать не могу из-за дисплея, на нем ничего не будет видно. Для каких-то игр из-за его маломощности, к сожалению, как-то вот так. Единственное, наверное, еще могу сказать, что данный планшет, мне кажется, очень неплохо мог бы подойти для профессионалов, которые собирают заказы на планшетах. Не знаю, там бывает в Супера ходят ребята, что-то тыкают на планшете, закидывая заказы в корзину для того, чтобы потом куда-то там их отправить или что-то такое. Разные такие профессии бывают. Вот для такого, мне кажется, данный планшет также мог бы подойти. Такое утилитарное рабочее использование. Но не более того. И, кстати, о цене я еще не говорил. Этот планшет будут продавать за $190 на старте продаж. Потом, насколько я понял, цена вот это все до $200-220. И мне кажется, 220 многовато, но вот за 190 он вполне может стоить данных денег. Суровое, утилитарное устройство, имеющее возможности андроида, мне кажется, очень и очень неплохо, с хорошим звуком, с защитой, с батарейкой хорошей. Мне кажется, хорошим предложением за $190. В общем, ребят, если видео было интересно, полезно, если есть вопросы по планшету, пишите в комментиках, отзывайтесь. Я его, скорее всего, буду оставлять себе, мне он реально понравился. И на сегодня у меня на этом все. Спасибо за внимание, друзья, и до новых встреч. Пока-пока.